Всем привет, с вами Миша Выплюшка, это канал бывшего осужденного. Сегодня я вам расскажу, как, зачем и почему зэки питаются за ваш счет, за счет налогоплательщиков. Ну а перед тем, как начнем, немного важной информации. Хотел бы вам напомнить, что у меня есть другие каналы. Один из них Миша Выплюшка влоги, там выходят поездки на дачу, обзор на автомобили, в общем, лайв-канал. И Миша Выплюшка стримы, где мы в режиме реального времени с подписчиками смотрим криминальные передачи, криминальные сериалы и криминальные игры, в которые я играю. Все это и многое другое вы найдете по ссылкам в описании, там же и соцсети, и многое другое интересное, там ТикТок, Телега и так далее. Обязательно переходите, подписывайтесь. Всем спасибо, всех жду. А мы начинаем. Итак, для тех, кто впервые на моем канале, я человек, который провел 12 лет в местах лишения свободы, чем я не горжусь. Здесь я просто рассказываю свой опыт, чтобы люди не совершали моих ошибок, либо смогли изменить жизнь в свою лучшую сторону, как это сделал я. Видео не несет никакой пропаганды, агитации. Я за свободную, спокойную, мирную жизнь. Я знаю, что вас эта фраза достала, но уж извините, я играл в «Зените», а теперь в «Манчестер Сити». Давайте затронем этот вопрос. Периодически мне задают его на прямых эфирах. Они проходят каждый четверг и субботу в 19:00 по московскому времени. И иногда пишут в соцсети тоже, типа, вот, ты ни хрена не делаешь, там, иди на завод, ты все вот сидишь, блогерствуешь. Ребят, не переживайте, я могу и работать на заводе, могу и не работать, как говорится, могем копать, могем не копать. Вот. И звучит вот такая фраза, типа, вы за наши деньги, вы преступление совершаете, наносите вред, типа, обществу, а потом еще на наши деньги там годами сидите и ни хрена как бы не делаете, вас еще содержит государство за деньги налоговиков. Но это не совсем так на самом деле. Вот сейчас будем с этим разбираться. Итак, раньше все зоны, все тюрьмы назывались, например, ФБУ и К1, да, что в расшифровке обозначало Федеральное бюджетное учреждение исправительной колонии номер 1. Федеральное бюджетное учреждение. Но в конце нулевых все зоны перешли на самообеспечение и стали называться ФКУ. Федеральное казенное учреждение. Что это означает? Деньги с бюджета, естественно, выделяются, но выделяются они там в мизерном вообще количестве, так как зона — это такое место, где очень много людей, которым нечего делать. Их можно задействовать, и они, в принципе, многие сами не против, даже если на свободе вели такой прям разгульный образ жизни. Есть такие люди, они на свободе ни дня в жизни не проработали, но зато когда попадают в тюрьму, они начинают пахать в 2 смены, потому что у них нет никого, а им хочется курить, чай пить, там, кушать что-то. Они зарабатывают все сами. Администрация привлекает на работу зэков, в общем, заманивает их еще, помимо того, что зарплатой, также заманивает их еще условно-досрочным освобождением. Это главный критерий, в принципе, когда человек освобождается, подает на условно-досрочно, чтобы он работал. Вот. Ну и там какие-то есть еще привилегии, которые администрация дает. В общем, если человек работает в зоне, как бы несет пользу, то к нему обращение другое со стороны администрации. Вот. В зонах огромное производство, в каждой зоне свое, но, как правило, швейные цеха, они есть везде. Это самый распространенный вид работы. И там, как правило, деревообработка. Деревообработка, там пилорама, и вот эти вот резные нарды, там ширпотреб. В общем, такая вот разносторонняя, в общем, деревянная продукция идет. Да? В некоторых зонах, вот в Архангельске делали там беседки, вот эти вот вагончики, бытовки, да, которые там мы на дачу себе ставим. Что-то еще. Потом кузня есть. Вот. Там делают мангалы всякие, там ворота, еще что-то. Зэки там варят. Вот. Можно отучиться. Там, не на зэка, а на, как бы это, на сварщика. Также, что еще есть? В общем, много. В Рязани делали вообще какие-то рулевые рейки для «Жигулей». Номера печатали, вот автомобильные номера. Где-то какие-то детали. В общем, к чему я это все говорю? Это вся предыстория. К тому, что
Это все зона продает. Ну, не знаю, кто этим занимается, там какой-нибудь там зампотылу. Там вообще много, в общем, должностей таких есть. Замполит, зампотылу. Обязательно как-нибудь расскажу о всех вот этих вот должностях сотрудников колоний и СИЗО. Вот, в общем, реализует. И эти деньги, они как бы вот в зоне как бы и крутятся. Но зэкам не так уж и много нужно. Их не кормят там, как в лучших ресторанах и так далее. Вообще не так давно им только повысили зарплату, сейчас я об этом расскажу. Помимо этого, в зонах также, вот с тех пор, как их перевели на вот эту вот ФКУ, стали заводить разного рода, в общем, огородничество, скажем так, подсобное хозяйство. Во многих зонах, в общем, есть где прям скот, на промзоне там коровы, куры, там не знаю, кто еще там, кролики, свиньи. И, короче, огромные теплицы, где выращивают там помидоры, огурцы, пекарня своя, то есть хлеб пекут там, его не покупают. В общем, все, что вот выращивается в зоне, оно, зэки этим и питаются. Естественно, там не выращивают они крупу. Это, наверное, единственное, что покупают для зэков на там, бюджетные деньги, либо на деньги, которые как бы вот прокручиваются там в зоне. Это крупа, чай, сахар, ну и кисель какой-нибудь. Вот. Ну, в принципе, все. Это вот весь рацион. Все остальное, картошка, лук, там, морковь, там, не знаю, тоже мясо куриное, которое там в супе или там в другой где-то баланде, в любой, яйца, которые дают там раз в неделю. Это все берется, ну, вот с самой зоны. То есть зона для самих себя, как бы, вот, ну, зэки там, они работают, выращивают это все и в столовую отвозят. В общем, вот такие дела. По поводу зарплаты. Раньше, я помню, короче, зарплата была... Я на Пскове работал на швейном производстве, там зарплата была 500 рублей в месяц. Где-то так вот. Ну, при хорошем раскладе косарь платили в месяц. И я даже квиток один раз получил, там был минус 50 рублей. Я еще был должен. Получается, знаете как, в общем, если ты не работаешь, есть большинство зон, где сидят зэки, там не заставляют работать. Во-первых, потому что администрация не может весь лагерь обеспечить прям работой, нет столько рабочих мест. Во-вторых, ну, многие не хотят просто, как бы, и, ну, их никто не заставляет. Раньше были исправительно-трудовые колонии, сейчас просто исправительные. Но, смотрите, какой расклад. Если ты работаешь и получаешь зарплату, то ты получаешь квиток, и в нем расписано, что ты получил 5000 зарплату. Но из них вычли за воду, за отопление, за туалет, за одежду, в которой ты ходишь, робу. За все это вычитают, и тебе там остается пятихатка с 5000. Но те зэки, которые не работают, с них ничего не вычитают. В общем, вот такой вот парадокс у нас, вот такие дела. Что я еще хотел сказать? Сейчас вот как бы говорят, что зарплаты получше. Есть у меня на канале интервью с человеком, который только освободился, он еще и цыган. В общем, есть ролик, посмотрите. Возможно, вам понравится. Ну, там много интересной информации, актуальной. Вот он освободился в феврале 2021 года. Вот, то есть, ну... не так уж и давно. Еще что хотел бы сказать. Касаемо ремонтов в зонах, которые производятся, все ремонты делаются за счет зэков. И я сам лично привозил в зону стройматериалы для того, чтобы освободиться пораньше по УДО. Это так работает. В общем, есть люди, которые прям очень хотят домой, либо в силу каких-то обстоятельств, либо там своих взглядов, не хотят работать, но хотят домой. У меня случилось такое в Пскове, я не то что не хотел работать, я хотел, но дело в том, что там брали на работу только если у тебя есть паспорт в личном деле, а он у меня был утерян, меня не могли взять на работу. Вот. И, соответственно, я оказывал гуманитарную помощь, мне вот привозили стройматериал мои друзья, и колония это все расписывала, мне выписывали там поощрения и так далее. Так вот, все телевизоры, которые есть в зонах, все холодильники там в комнатах свиданий, там вообще везде, да даже, наверное, в ментовских вот этих кабинетах, где сидят там сотрудники колонии, в дежурной части, все это куплено за деньги зэков, тех, которые хотели уйти по УДО пораньше. И вот по итогу получается, да, что я думаю, что с бюджета, наверное, все-таки что-то выделяется в зону.
Но вот послушав меня, вот посчитайте сами, сколько там выделяется и сколько еще, а вот сколько тратится из этого выделенного, это вообще другой вопрос. И получается, что по сути на ваши деньги как бы зэки-то не хавают. Вот как-то так. Потому что реально все зоны уже давным-давно на самообеспечении. Возможно, единственное, что там, как бы на что еще могут потратиться там эти администрация, это покупка билетов домой зэков. Но зэки освобождаются нечасто, они чаще садятся. И, ну вот, робу одежду шьют в зоне. Материал, он стоит копейки, там он вообще там из говна и палок, вот эти робы. Что еще-то? Все. В принципе, вот я вам все расписал. Это для тех людей, которые говорят, что вы там за мои налоги там едите, зэки. Они же говорят там, вот, мы платим налоги, а дорог нет, короче, там никаких. Дороги все разбиты, в общем. И там еще что-то, в общем, все за их налоги, вот за люди, кто это об этом говорят, за их налоги, короче, живут все вообще и в шоколаде, и ничего не делается. Им живется плохо. И, кстати, эти же люди, как правило, делают себе, и не сами, а их начальство им, наверное, делает самый минимальный оклад труда, чтобы меньше всего платить налог. Да? Вот у нас ведь как делается? Оклад у тебя 10 тысяч, а все остальное там премия, да? Чтобы не платить с премией там никакие налоги. То есть все равно все стараются как-то поменьше заплатить налогов, а потребовать побольше с этих налогов. Вот. Я вот, в принципе, для этих людей записывал этот ролик, который считает, что там им все должны, вот, что и за их налоги, короче, там все живут. Ну, видите, оказывается, я начал изучать тоже эту тему, мне стало интересно. Если вы думаете, что реально налоги там, понятное дело, что там куда-то часть там уплывает, да, мы не в идеальном мире живем, но я начал разбираться с этой темой и понял, что вот квартиры, которые выдаются там детдомам, сами детдома вот находятся на гособеспечении. Да, и много-много чего, честно говоря, сейчас вот, не буду углубляться в это все, но очень много вещей, куда тратится бюджет, там, да, вот казна, на какие вещи, о которых как бы, никто не говорит и не вспоминает. Вот вспоминает именно в такие моменты, когда видит меня, там, вот, и рожу отожрал на казенных харчах, да, либо там вот, когда что-то происходит, а людям это не нравится, да, там вот, например, реально дорог нет. В Москве как бы они есть, наверное, в Питере тоже есть, я там еще пока не был. Вот в Рязани я приезжаю, да, с дорогами там, конечно, беда. И я согласен, да, что непонятно, почему их не сделают, вот, если налоги платятся. Но, опять же, вот возвращаясь назад, немного скажу вам так, реально как бы везде все стараются налогов платить поменьше, а требовать побольше. Как-то так. Насколько это справедливо или нет, решать вам. Я надеюсь, я вам объяснил. Я никого не выгоражу, я просто, не то, что я там говорю, вот там, мы ничего не сожрали на ваши налоги. Нет, жрали, наверное, когда было вот именно ФБУ, то есть на бюджетном обеспечении были зоны. Наверное, да, жрали. Вот. А я жрал. И бабы у меня были только такие, как в 9-й роте, помните? Вот. То, что как бы что-то берется, что-то тратится с денег налоговиков, да. Но честно вам скажу так, что зэка кормят, на него выделяется в день меньше, чем на служебную собаку, которая охраняет зэков. То есть собаки жрут лучше, чем жрут зэки. Вот как-то так. Ничего больше. Просто хотел вам объяснить и рассказать, что дела обстоят так. Нас винить в том, что мы вас обжирали, когда там находились, уж точно не стоит. На этом стоп, наверное. Пишите темы, интересующие вас, также в комментариях. Подписывайтесь на соцсети, на ВК, Инстаграм, ТикТок не забывайте. В общем, пройдете по ссылкам в описании, найдете много интересного. Также хочу сказать огромное спасибо всем спонсорам канала, кто нажимает синенькую кнопочку «Спонсировать». Вы меня очень сильно поддерживаете и продвигаете по Ютубу. А с вами был Миша Выплюшка. Не попадайте в плохие места, в плохие ситуации. Берегите себя. Увидимся.